Я ввалился в коридор и тут же захлопнул дверь. Доски крыльца тихонько запищали. То преследователи подтянулись по ступенькам, поднялись. То преследователи поднялись по ступенькам. У меня соскальзывали пальцы, никак не получалось защелкнуть замок. Стиснув зубы, я держал железный набалдашник, загоняя запор в проемы планки. Я таращился на дверь. За преградой, тонкой и жалкой, бесполезнее одеяла кто-то стоял. Хриплое дыхание проникало в дом и накатывало волнами. Отчетливо пахло хвоей и потом. Мама выглянула из кухни и бесстрашным голосом, каким часто говорил с отцом, отчеканила. Что конкретно тебе не ясно в просьбе «не хлопай дверьми»? Я случайно. Я покосился на дверь, запах исчез, вместе с ним и дыхание, если там и вправду кто-то дышал. Здесь, в 5 метрах от мамы, страх понемногу ослабевал, таял, как снежок в тепле, а вместе с ним и остатки сил. Ну уж без фартука. Ноги подогнулись, я уперся в стену, чтобы не плюхнуться на пол. Вдруг мамино лицо изменилось. Ледяная маска строгости и отстраненности мигом слетела. Мама стала такой же, как была до всех этих ссор. Она наконец увидела мое состояние. Мои облепленные гроздьями снега мокрые штаны. Ты где был? Я тебе что говорила, а? Чтобы ты дома сидел. Я и для тебя пустое место. Я испугался, что она расплачется. Потянулся к ней, как в детстве, когда просился на руки. Но мама успокоилась и вновь стала прежней. Глаза ее блеснули сталью, голос зазвенел. У отца сигареты пропали. Признавайся, ты их стащил? Курить бегаешь? Конечно. Там за мной кто-то гнался. Я думал, меня... Пытаясь все объяснить, я начал заикаться. Слезы подступили к горлу. Мама склонилась и обнюхала меня по-звериному, выискивая запах табака. Потом хмуро прищурилась и с недоверием посмотрела во двор. И тут же, изменившись в лице, прикрыла рот ладошкой. Гляди, вон же они. Прямо у забора. Сердце лихорадочно забилось, будто я снова был добычей, а загонщики преследовали меня в поле. Я готов был поклясться, снаружи кто-то заскребся в дверь, точь-в-точь, как в моем кошмаре. Мама поманила пальцем, я, кое-как набравшись смелости, выглянул в кухонное окно, в лицо своему страху. Сквозь зимние узоры на стекле были едва различимы косматые силуэты, барахтавшиеся в снегу. Собаки. Всего-то мелкая свора дворняк, без имени и хозяина, лишь изредка напоминавших голодных страшил, живущих у кромки леса. Божечки, ты их испугался? Да они сами тебя перепугаются, Антон. Они гнались за мной, словно за зайцем. А вдруг они бешеные? Улыбка медленно исчезла с маминого лица. И теперь мама смотрела по-другому, словно впервые видела этих собак. Что если они нападут на Олю? Мам, Вот бы твой отец их всех перестрелял. мама, они живые. А что? Ты уж определись, они тебе друзья или враги? Не маленький ведь уже. Мама хмыкнула, и мне сделалось невыносимо обидно. Да так, что я прикусил губу и уставился, затянутый паучьими тенетами угол. Затянутый паучьими тенетами угол.
Да, сыщик из меня никудышный. Я рисковал... И рисковал я не жизнью перед чудовищными монстрами, а своими брюками перед блохастой шайкой глупых дворняк. И ради чего все? Сдалась мне эта варежка. Ну, конечно. В руке чавкнула темная липкая рукавица пропавшего мальчика, с которой, как оказалось, я не расставался все это время. Вот мой козырь настоящего детектива. Я поспешил предъявить улику маме. Мам, смотри, это Вовина варежка. Ну того, про которого утром милиция спрашивала. Она вся в крови, на дереве висела. Вон там, могу показать. Давай в милицию скорее позвоним, как нас участковый просил. Мам, гляди! Фу! На скривившемся мамином лице появилась тень недоверия, словно воспоминание о чем-то давно забытом. Так люди пытаются вспомнить сон, но образы ускользают. А ну-ка прекрати сейчас же. Оля тебя услышит, с ума сойдет. Она и так не спит, на все подряд жалуется. Еще и ты со своими шуточками. Теперь я видел, что мокрая варежка была от снега. Никакой крови. От стыда хотелось сквозь землю провалиться. Иди сюда, паникер. Да не стой столбом. Вот, таблетку на. Быстро пей. На мою ладонь упала золотистая пилюля, напоминающая мертвую осу. Я уже пил сегодня, за завтраком. Может, он какой шизофреник и принимает таблетки для подавления вот этой всей мутатени. Попререкайся мне еще. Сказала дома сидеть, нет же. Был бы отец, выпорол. Сейчас же выпей, а то ночью не уснешь. Тебе ведь в школу завтра. Пришлось проглотить горькое лекарство, выпив его не менее противной водой с привкусом хлорки. Может, это была и не Вовина рукавичка. Может, и не рукавичка вовсе, как и чудовище в лесу. И Олина сова. Я схожу с ума? Что со мной происходит? То ли таблетка подействовала ментально, то ли перевозбужденный мозг не подпускал страх. Пришло спокойствие, зевотное безразличие. Антон, выпил? Можешь, если захочешь. Раздевайся. Уснул, что ли? Нет, мам, просто задумался. Интересно, о чем же? Так, глупости всякие. Мама смерила меня подозрительным взглядом, словно сомневаясь, что перед ней родной сын, а не какой-то притворщик, явившийся из Точно леса. все нормально? У тебя такое лицо было, когда милиционер про окно спросил. Все нормально, мам. Она глубоко вздохнула. Хорошо. Дом будто изменился. Потускнела диванная обивка. На кафеле ванной отпечатались следы чьих-то пальцев. Тут и так все мрачно, как бы. Лампочки светили иначе, тускло и желто. Даже привкус слюны во рту казался другим. Со второго этажа послышалась мелодия Аладдина. Оля пересмотрела свои любимые сериалы «Русалочка» и переключилась на другие кассеты. Я неспешно разделся, задержался перед умывальником, разглядывая в зеркале свое отражение, словно изучая ребус «Найди отличия». Потом поднялся по лестнице. Умолкли голоса Джафара и Яго. Я прошел мимо Олиной спальни и юркнул в свою комнату. Один из ящиков стола пустовал. Туда я спрятал варежку вместе с номером телефона участкового. Такое простое действие отняло у меня последние силы. Я сел на кровать. И
только тут увидел, за шторой кто-то стоял. Моя рука обессиленно упала. Лекарство тому виной или пережитый стресс, но комната колебалась, словно ветер надувал стены, как парусину. Углы плыли и изгибались. Только силуэт между подоконником и гардиной оставался неподвижным. Ткань облепила притаившегося гостя. Это Оля там стоит, прячется, в прятки играет. Точно саван, подумал я. Оля? Кому же еще там стоять? Я встал с кровати, облизал пересохшие Оля, губы. очень смешно. Силуэт не шевелился. Штора мягко обтекала контуры. Будто не человек, а уплотнение мрака. Я потянулся к шторке. Тук-тук-тук стучало отрегулированное таблетками сердце. Ветер в поле пел стоголосым хором. На секунду захотелось вернуться на кровать и лечь, просто смотреть на человека за шторкой, зная, что он смотрит в ответ. Смотрит, не моргая, и ждет, когда ты уснешь. Пластмассовые кольца зашуршали о карниз, когда я рывком одернул штору. Попался! Ну, это я же сказал. Да я сразу понял, что это ты. На фоне предзакатного солнца над Олиной головой вспыхнул ослепительный нимб. Словно моя сестра светилась. Когда Оля была совсем крошкой, папа частенько говорил, что она светится от радости. Я возражал, она же не фонарик, чтобы светиться. Но однажды поднес к ее окну ее к окну, и солнечные лучи попали на улыбающееся личико. Оказалось, я держу на руках ребенка, сотканного из света. А я все видела. Да ну! Что ты спрятал? Вылитая маленькая мама, еще до того, как она нацепила эту маску тоскливой усталости и перешла на приказной тон. Ничего, просто... Оля подбежала к столу, спросила, округлив глаза. Ты что-то украл и теперь прячешь? Ты вор? Что? Глупая. Ничего я не крал. Всплыл четкий образ варежка, висящая на суку. А вдруг я ее украл? У леса, у склонившегося силуэта за деревьями. Оля, когда хотела, могла быть капризной и напористой. Покажи тогда. Поклянись, что никому не скажешь. Тогда покажу. Стандартная тема. Клянись. Можно подумать, люди клятвы эти выполняют. Оля заговорщицки улыбнулась. Клянусь маминым сердцем. Клятва, услышанная ею в старом фильме про пионеров, что мы смотрели однажды. Пионерское движение, так, это понятно. Собирательное название детских коммунистических организаций, существовавших в разных странах. Воспитанники такого лагеря назывались пионерами. Не говори так. Оля кивнула и жестом заперла рот на невидимый крючок. Любопытство переполняло ее, плескалось в огромных глазах. Я выдвинул ящик, и Оля наклонилась, затаив дыхание. Казалось, там лежала не просто рукавица, а какой-то диковинный зверек. Это чья-то варежка? Не чья-то, а Асина варежка из предыдущей истории. Она сказала это с такой интонацией, будто сама не могла понять, что это такое. Один мальчик потерял. И сам потерялся. Теперь понимаешь, как опасно гулять в лесу, особенно детям? Ему, наверное, там очень холодно. Его найдут? Обязательно.
Участковый по домам ходит, всем фотографию его показывает. Оля с опаской прошла по комнате и впечатала в оконное стекло ладошки. А почему он по домам ходит, а не по лесу? Боится? Вопрос застал меня врасплох. Милиционеры ничего не боятся. И лес они прочесали. Да как же, мелькнуло в затуманенном сознании. Проверяли ли они в самых потаенных уголках, где тьма, холод и шепот обледенелых ветвей? Допустим, да. Но почему тогда не нашли Варюшку? Или она появилась позже, для меня? Я сменил тему. Словно попытался отвести Олю подальше от чащи. Если я сам найду пропавшего мальчика, нам, может, награду дадут. Ага. Венок и тюльпаны. Кучу всякого, как в поле чудес. Клево же. Оля словно не слышала меня. Она тихо спросила и буравила лес взглядом внимательных, каких-то удивительных взрослых глаз. А что, если эта сова его утащила? Ерунда. Не может сова поднять человека. Но вот что... Я тщательно подбирал слова, вытаскивал их силком из переутомленного мозга. Ты в лес не суйся. Мне кажется, он какой-то... Как бы сказать... Проклятый, что ли? Как в сказке? Нет, скорее, как на той страшной кассете, что родители прячут. Оля поежилась и украдкой выглянула в окно. Я видела, как ты убегал. За тобой кто-то гнался? Нет, просто, чтобы мама не волновалась, спешил домой. Я смотрел на сестру, и сердце обливалось кровью. До чего же она хрупкая, как легко погасить этот свет. Подует ветер и затушит лампадку. Хорошо тебе. Меня вот мама не пускает даже на крыльцо. Как принцесса в башне сижу. Никуда не могу выйти. Так и умру тут от скуки. Не придумывай. От скуки еще никто не умирал. У тебя же есть я и мультики, а мама с папой скоро помирятся. Знаешь, что бы я загадала на следующий день рождения? Чтобы родители тоже в детей превратились, и мы бы все вместе играли, как раньше. Ага, а если бы они стали размером с жука, то мы бы их в спичечный коробок посадили. Оля хихикнула, потянула меня за рукав. Тоша, пойдем Аладдина смотреть? Усталость была сильнее желания побыть с сестрой, меня одолела какая-то гнусная апатия. Вымотался я. Что-то не хочется. Ну пойдем. Мне скучно одной, а мама занята все время. Можно выбрать другой мультик, который ты еще не видел. Да я все наши кассеты наизусть знаю. А вот и не все. Ты Питера Пэна не видел. Помнишь, ты уснул на середине? А там потом такое. Ну пойдем, пойдем. Давай попозже. Рассказать тебе, чем все закончилось? Утром расскажешь. Утром не захочу. Придумала. А давай в прятки. Нет, Оль. Тогда нарисуй мне динозавра. Оля, блин. Нарисуй, нарисуй. Да оставь ты меня в покое! Слова сами сорвались с губ, я даже опешил. Прежде я так не прикрикивал на сестру. Ошеломленная Оля уставилась на меня. Губы задрожали, предвещая неминуемые слезы. Так, годливость и стыд заклокотали в груди. Что со мной происходит? Я заспешил опередить Олин плач. Ладно, уболтала. Давай смотреть мультики. Только недолго. Уже не хочу. Я подошел к ней и положил ладонь на мягкие волосы. Пойдем. Питера Пэна посмотрим. Ага, ты опять уснешь. Я улыбнулся, поднял ее подбородок, глаза были мокрыми, бездонными.
Не усну, обещаю. А потом я тебе целого трицератопса нарисую. Ура! Попса! Ну, почти. Она протерла рукавом глаза и засияла улыбкой. Давай ты пока кассету перемотаешь, а я у мамы попрошу сгущенки с хлебом. Только утром свежий привезли, как ты любишь. Неси, только аккуратнее, а то разольешь. Опять ругаться будут. Спорим, не разолью. Кассета где-то в тумбочке. Поищи пока. Оля исчезла в дверях, а я поплелся в соседнюю комнату. Ну, тумбочка. Старый телевизор «Фотон» пылился в углу. Оставалось только щелкнуть кнопкой на передней панели. Кинескоп нагрелся, на черном экране привычно заплясал белый шум. Я было потянулся включить магнитофон, как вдруг рябь улеглась, и на мгновение вынырнула размытая картинка. Это был мрачный таежный лес, в точности... Да не болтай ты, ё-моё. В точности такой же, как у меня за окном. Искажение разделяло экран прямо посередине. Что он там бубнит, я не понимаю. Из динамика доносилось нечто зловещее, едва похожее на человеческую речь. Не прошло несколько секунд, как пейзаж снова замело помехами. Неужели ловит новый сигнал? На местном телевидении показывают только советские мультфильмы, да и то очень редко. А раньше я всегда смотрел Роботек перед школой. Не знаю такого, что я не помню. Все же было... Вот же было здорово. Может пошевелить антенну, вдруг поймаю тот самый сигнал, тот самый канал. Но с другой стороны, Оля попросила найти кассету. Нехорошо будет опять ее расстраивать. И эта сонливость, сил нет делать все скопом. Уж твои 20. Я прошерстил полки, заставленные куклами и голубыми бегемотами из киндера-сюрприза. Так, нужная кассета нашлась по стертому голубому корешку. Я вытряхнул с коробки черный прямоугольник. Шестиканальный. Зашуршала пленка, перекручиваясь к началу. Ее шелест убаюкивал. Меня, сидящего на корточках перед экраном, окутало дремой. В голове завертелись образы, мы с Олей летим над лесом, кувыркаемся на мягкой перине облаков. Сестра смеется, и я улыбаюсь, но улыбка с каждой секундой все натянутей. Я замечал, что облака раздвинулись под нами, а внизу ощетинились сосны. Меж деревьев хлюпает болотистая тьма, а крылья уже не могут удерживать нас. И Оля... Ты не смотришь без меня? Нет, конечно. «98-й какой? Да, наверное, какой-то, да, там. Типа по 2002 или нет? Да, вот. 27-й, 10-й, 98-й. В руках у сестры был поднос с криво нарезанным хлебом и целой банкой сгущенки. Я протер глаза. Нет, садись. Мама с папой опять ругаются. У них сейчас период такой. Глупый какой-то период. На экране Венди убирала в комод тень Питера Пэна. Олю веселила мультяшная собака Нена.
Может, и нам родители собачку купят? Ага, как же. В Небыляндии у меня будет своя собственная собака. И кошка, и попугайчик. Оля намазала хлеб толстым слоем сгущенки и вручила мне бутерброд. А у тебя все молочные зубы выпали? Конечно. Оля озабоченно нахмурилась. У Питера Пэна зубы молочные. Вдруг со взрослыми зубами тебя не пустят в его страну? На входе выбьют, если что. Мы что-нибудь обязательно придумаем. Попросим папу исправить тебе возраст в паспорте. С чего это папа будет документы подделывать? Оля вкуснула бутерброд и сказала с набитым ртом. Будет. Мама говорила, что он так делал. А я подслушала. Смотри, уши вырастут, как у Дамбо. Оля всполошилась, потрогала себя за мочку и улыбнулась тайком. Нет, это нечестно. Он крутится как пчела, он летучий... Сестра замолчала, теперь она уминала хлеб, наблюдая за похождениями Пэна, феи Динь-Динь и Джеймса Крюка. Словно действительно переместилась в сказочную Небыляндию. Чего греха таить, и я часто представлял себя там, в стране, где не взрослеют, не ссорятся из-за пустяков, не слушают по ночам ругань за стеной и звон посуды. Я будто задремал с открытыми глазами. В реальность вернул резкий оклик сестры. Тоша, скорее, штору задерни! Начинается, поспать не дают. Зачем? Никто же на тебя не смотрит. Сова сейчас прилетит. Уже темно, а когда темнеет, прилетает сова. Я боюсь. Превозмогая усталость, я слез с кровати и задернул штору. Старался при этом не смотреть наружу, на пике сосен, на тайгу, которая в сумерках словно приближалась к дому. Хотя, конечно, это лишь колеблющийся снег, тени создавали впечатление, что сосны двигаются. Тоша, мама думает, что я напридумывала про сову. И папа считает, что раз я маленькая, это значит врушка. А сова есть. Вот честная-пречестная, есть она. Ты же мне веришь, что она там и каждую ночь прилетает и... Я порывисто взял Олю за руку, посмотрел в глаза, словно пытаясь передать ей каплю смелости и уверенности. Но есть ли эти качества во мне самом? Я тебе верю, слышишь? Ты только родителям больше не рассказывай про сову. У них и так хлопот по горло, они только рассердятся. Ты мне говори, если что случится. И в окно не смотри. Но она хочет, чтобы я смотрела. Перехочет. Притворись, что ее нет и не было никогда, что она выдумка, как родители говорят. Ей ждать надоест, она улетит. Мы следили за приключениями Питера Пэна, будто не было ничего, ни леса, который похищал детей, ни родителей, которые поедали друг друга по кусочкам. Капитан Крюк улепетывал от крокодила, капитан Пен направлялся в Лондон на золотом паруснике. Чудом я пересидел сестру. Олины веки слеплись, она засопела, опустив подбородок на изголовье кровати. Я встал осторожно и покинул детскую. Я смотрел в окно, изучая поле, когда мама заглянула ко мне. Довольно баловства. Завтра первый день в школе. Ложись, тебе надо выспаться. Не хочешь же ты, чтобы тебя все дразнили Соней? Как же у взрослых все просто. Словно мой крепкий сон будет залогом того, что я понравлюсь одноклассникам. Натянув одеяло под горло, я слышал, как бормочет дом, как в темных углах шуршит кто-то невидимый.
Внутренний голос задался вопросом, хочу ли я снова услышать ту странную флейту. Да или нет? Возможно, я взрослею, и не могу до конца понять себя и свои желания. Лес стонал за преградой стен. Что-то бесплотное бродило по полям. Шевелились ветви, будто звали. И ветер выл и выл в ночи. Мысли, как назойливые мухи, что лезли в голову, становились вялыми и путанными. Я сам не заметил, как провалился в сон. И все-таки он настал. Первый учебный день, которого я боялся больше всего.